Приветствую, я Андрей Торопов, руководитель Фреско. В Одессе часто к моменту окончания строительства свободных квартир от строительной компании практически нет, но есть много предложений от инвесторов. В этом видео расскажу о том, как правильно купить квартиру по переуступке. Что такое переуступка квартиры? Расскажу на примере. Допустим, первый покупатель заключает договор со строительной компанией и вносит оплату по договору. Застройщик обязуется построить дом и передать квартиру. Получив деньги, он стал должником, а покупатель – кредитором. То есть у строительной компании возникли обязательства, в то время как у покупателя право требовать квартиру. Для того, чтобы продать квартиру еще на этапе строительства, первый покупатель уступает это право требования новому покупателю. Такая продажа оформляется договором цессии. Какие документы необходимо оформить продавцу до сделки? Для начала нужно получить две выписки из реестра обременений движимого имущества. Первый запрос по фамилии, имени и отчеству продавца, второй по его налоговому коду. Эти выписки формируют нотариусы, и они покажут наличие арестов на имущество, если такие есть. Затем нужна полная выписка из реестра актов гражданского состояния по актовой записи о браке. Ее выдают в отделах РАКС. Их список я оставил для вас по ссылке в описании. Если продавец состоял или состоит в браке с момента покупки квартиры, то необходимо согласие второго супруга на продажу. Такое согласие может быть оформлено у нотариуса. Что дополнительно потребуется, если дом уже сдан? Продавцу необходимо погасить задолженность по коммунальным услугам и получить соответствующую справку. Важно также проверить, не зарегистрировано ли уже право собственности на квартиру. Эту информацию может проверить нотариус. Что необходимо проверить на сделке? Обязательно ознакомьтесь с оригиналом договора на квартиру. При переуступке все права, обязанности и ответственность переходят к покупателю. Я рекомендую сопоставить график платежей по договору с теми, которые проводились реально. Подтверждением оплаты может быть квитанция приходного кассового ордера или выписка банка о движении по счету. От застройщика важно получить справку, которая подтверждает оплату по договору и отсутствие претензий. Как оформляется переуступка? Обычно двумя договорами. Сначала договор об уступке права требования, он также может называться договором цессии, затем трехсторонним соглашением с участием застройщика о замене покупателя в первоначальном договоре покупки квартиры. Какие документы получает покупатель? Продавец передает покупателю оригинал договора и всех приложений к нему. Также документы, подтверждающие оплату по договору. И, наконец, справки, выписки из всех реестров, о которых я говорил выше. Как видите, оформление переуступки – это нетривиальная задача. Некоторые застройщики, которые дорожат своей репутацией, требуют от продавцов получения всех необходимых справок и выписок. Но, к сожалению, далеко не все это делают. В то же время высоки риски возникновения споров. Например, по причине несогласия одного из супругов, наличия арестов и так далее. Кстати, часто сами застройщики продают квартиры по переуступке, оформив их первоначально на своих сотрудников. Поэтому, если вы столкнулись с покупкой квартиры в новостройке по переуступке, я все же советую обратиться к специалистам. Вы можете заказать бесплатный звонок с нашего сайта. У нас официальные цены и условия покупки от застройщиков. Также мы сотрудничаем с крупными инвесторами. Мы выступаем их партнерами по продажам, они оплачивают нашу работу. Поэтому для вас наша помощь абсолютно бесплатно. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие новинки. До встречи!